Захват ростовского СИЗО прогремел, как гром среди ясного неба, несколько недель назад. На первый взгляд это выглядело как невероятное стечение обстоятельств. Но теперь становится ясно, что его сотрудники могли быть в сговоре с преступниками. Единственный выживший террорист, Даниил Камнев, очнулся и начал говорить. Благодаря его показаниям следователи узнали много нового о внутренней кухне изолятора, о тех, кто стоял за схемами черной торговли и как это все было организовано. Начались чистки. Был уволен сотрудник, спасший своих коллег в тот роковой день, хотя СМИ называли его героем. Разберем все подробности в нашем сегодняшнем выпуске. Просьба поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Вернемся на минуту в тот день, когда происходили эти события. 16 июня 2024 года во многих СМИ России появилась информация о том, как 6 преступников, находившихся в ростовском СИЗО номер 1, сбежали из камер. Под покровом ночи они спустились вниз с 3-го и 4-го этажей и, применив силу, захватили в заложники 2 сотрудников учреждения. Преступники проигнорировали предложение сдаться и отпустить заложников. Многих поразила их самоуверенность и нахальство, с которыми они действовали, убежденные в своей правоте. В ходе штурма силовиками было применено оружие, и заложники, Александр Богма и Виктор Кончаков, были освобождены. Правоохранители действовали решительно и жестко, 4 бандитов были ликвидированы при штурме, а остальные 2 получили серьезные раны. Один из них не пережил ранения, не дождавшись помощи медиков. Однако у другого, при осмотре, был обнаружен слабый, едва заметный пульс. Им оказался 27-летний Даниил Камнев. Несмотря на свой молодой возраст, у него за плечами богатое криминальное прошлое и крайне отрицательная характеристика. По мнению тех, кто хоть немного с ним сталкивался, Даниил – злой, коварный, ехидный и язвительный. Ему была чужда эмпатия, с удовольствием мучил слабых, портил имущество и с раннего детства вел аморальный образ жизни. Это неудивительно, ведь он был избалованным, плохо воспитанным и наглым, что и привело его в итоге на криминальный путь. У Даниила Камнева 2 судимости по серьезным статьям УК РФ. Сначала он был скинхедом, а затем примкнул к сторонникам запрещенной организации ИГИЛ, взяв имя Хамза. Женат он не был, но сожительствовал с уроженкой Дербента Сабилей Мамедовой. Их объединял аморальный образ жизни, стремление нарушать закон и вредить другим людям, портя их имущество. Мамедова также не отличалась хорошей репутацией. Соседи и знакомые описывали ее как наглую, злую, завистливую, истеричную и неряшливую. Во время штурма ростовского СИЗО Камнев получил ранение в голову и был доставлен в реанимацию. Именно Камнев раскрыл следователям, как все было организовано. Но обо всем по порядку. После захвата заложников в ростовском СИЗО началось расследование. Следствие должно было выяснить, как террористам удалось осуществить свой план незаметно, как у них оказались запрещенные предметы и кто из сотрудников им помогал. Изначально медиа сообщали, что боевики захватили 2 заложников. Но это оказалось не совсем так. 3-м заложником был 31-летний начальник оперативного отдела Константин Горох. Именно он сообщил начальству о террористах и о младшем инспекторе Викторе Кончакове, который также оказался в заложниках. На переговоры с преступниками выехал начальник оперативного управления Александр Богма. Однако что-то пошло не так, и он тоже попал в число заложников. Тем не менее, сбежавший сотрудник ФСИН сыграл ключевую роль в тот день, если бы не он. Террористы могли бы получить доступ к огнестрельному оружию и освободить других арестованных. В таком случае исход событий мог бы быть гораздо более трагичным. Теперь стали известны и другие подробности. Константин Горох, бывший начальник оперативного отдела ростовского СИЗО номер 1, был уволен из ФСИН без права на восстановление. Внутреннее расследование, проведенное после инцидента с захватом СИЗО, выявило множество нарушений, включая превышение служебных полномочий, что стало причиной увольнения Гороха. Однако на этом чистка в структуре не закончилась. Вместе с Горохом был уволен весь оперативный отдел, которым он руководил. Проверки показали, что сотрудники не выполнили свои обязанности, находясь на территории СИЗО-1. СМИ также сообщают, что минимум 2 действующих сотрудников ростовского изолятора сейчас проверяют на причастность к побегу заключенных 16 июня. Их подозревают в организации передачи запрещенных предметов, включая оружие, экстремистскую литературу и атрибутику. Схему черной торговли раскрыл единственный выживший террорист Даниил Камнев, участвовавший в захвате заложников. Придя в себя, он рассказал, что заключенные устраивали фальшивые мини-бунты. В учреждении объявляли тревогу, и весь персонал сбегался в камеры, поскольку на постах наблюдения никого не оставалось из-за нехватки сотрудников.
В это время сотрудники отдела режима и надзора, пользуясь ситуацией, проносили запрещенные предметы, обходя досмотр. Продавцом, по словам Камнева, был начальник дневной смены. Имя этого начальника не разглашается, однако в отношении него уже началась проверка. Показания Камнева либо подтвердят, либо опровергнут его причастность, после чего будет принято окончательное решение. Камнев, к слову, весьма любопытная личность. Как мы уже говорили, он попал в тюрьму за преступления, совершенные на почве скинхедских убеждений. В заключение Даниил принял ислам, но, освободившись, стал приверженцем радикального течения. Вместе со своей сожительницей Сабилей Мамедовой они решили взорвать отдел МВД в Кисловодске. Их арестовали в 2021 году. Подруга дала показания против Даниила, а затем он сам признал свою вину. По словам Камнева, каждая заточка обошлась террористам всего в 5000 рублей. Такова цена бунта. Это далеко не единственное нарушение, допущенное в ростовском СИЗО. Террористы смогли ночью подобраться к окну дежурной части, выбить его и ранним утром захватить сотрудников. Одному из охранников удалось сбежать и вызвать подкрепление. Но даже начальство оказалось среди заложников. Когда стало ясно, что договориться с бандитами не удастся, начался штурм, который продлился считанные минуты. Все бандиты получили ранения, и лишь Камнев остался в живых. В который раз судьба дала ему шанс. Но воспользуется ли он им? Что касается сотрудников СИЗО, уже принято решение об увольнении начальницы специальной части Натальи Сидоренко и начальника оперативного отдела Константина Гороха, без права на восстановление в СИН. Также уволен весь оперативный отдел под руководством Гороха. И последнее, оказалось, что в день захвата СИЗО сбежали не 6, а 7 заключенных. Одного из них, Малика Гандалоева, задержали почти сразу. Он успел ранить конвоиров, но был обезврежен. Малик рассказал, что для покупки заточек заключенные устраивали шумные дни в СИЗО. Провоцировали конфликты, чтобы в изоляторе ввели режим повышенной опасности. Когда все конвоиры сбегались в камеру, нечистые на руку сотрудники передавали заточки. И получается, что если бы одни не нарушали правила, другим не пришлось бы с высоким риском для жизни защищать себя, других заключенных и, чего уж там, весь город. Вот какие комментарии оставляют люди в социальных сетях в связи с этими событиями. Устроили из тюрьмы бордель. Приносили им все, что хотели. И девушки на свидание приезжали. Полный беспредел, пишет Светлана. Кругом одна коммерция, служить некогда. Коррупция во всех структурах. Чему удивляться? Пишет Александр. Теперь понятно, почему казнокрады и бюджетные воры совсем не боятся сесть на 2-3 годика до удов. Денег немного закинули и сиди тихо и с удовольствием, пока на воле все затихнет и спишется. А затем выходи на свободу с чистой совестью и отмытыми деньгами, пишет Андрей. А начальник СИЗО, который уволился за 3 дня до бунта, тоже, как и бывший министр обороны, ничего не знал, не ведал, чем занимаются его заместители. Задается вопросом Юрий. А что по этому поводу думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали. Всем добра, всем пока!